Здравствуйте, мои дорогие! Давно не виделись. Приветствую всех на канале Айрония. Сегодня мы будем говорить о женщинах-рыбах. Наконец-то мы подобрались к женщинам-рыбам. Я сделала пометки. Это последний знак зодиака. И, конечно, в рыбах прослеживаются все черты характера всех знаков. Поэтому рыбы умеют огибать, собственно, все препятствия. Поехали, значит. Рыбы используют иногда, так задумано природой, свою женственность в жизни, вообще по жизни. Им часто хотят помочь, чем-то одарить и так далее. Они с удовольствием отходят в сторону и делегируют скучные, трудные для ее понимания дела тому человеку, кто проявил желание и сделает это лучше. Если она по каким-то причинам будет самостоятельно решать проблемы, то в этот момент лучше уйти с ее дороги и не мешать. Если вы думаете, что рыбы слабые, мягкотелые, нерешительные, молчаливые люди, то вы очень ошибаетесь. Так как я сама рыба, и я наблюдаю за рыбами, я не могу сказать, что рыбы консервативные или упрямые, или витают в облаках. Вообще нет. Большинство, кстати, думают на меня, что я огненный знак. Потому что они привыкли по гороскопам воспринимать рыб как таких вот мягкотелых и нерешительных. Все рыбы, без исключения, которых я знаю, очень активные, решительные, коммуникабельные и, кстати, болтливые по большей части люди. Они могут быстро и спонтанно принимать решения, могут широко мечтать и при этом находиться в реальности. Они очень лояльны и к детям, и вообще к людям. И ответственны, как бы странно это некоторым не казалось. В критической ситуации могут мобилизоваться и очень твердо и неожиданно решительно себя проявить. Вы знаете, кстати, что Гагарин тоже рыба? Хоть он и мужчина, но тем не менее. Если рыба не имеет комплексов, она обычно расслабленная, смелая. Многие, если не сказать практически все рыбы, которых я знаю, экстраверты. Никакой интровертности я за рыбами не наблюдала. У них настолько широко и быстро работает голова, что они своим поведением вызывают неподдельный интерес у других знаков и у мужчин. Потому что у рыб особая репутация. Они привлекают людей, которые не могут понять, что к чему у рыб в голове, но им интересно просто наблюдать за поведением, за реакцией рыб. Исключения, конечно, есть во всех знаках. Мы сейчас говорим, я все время повторяю, что я не астролог, это мое хобби, и мы говорим о более часто встречающихся чертах характера женщины-рыбы. Да? Может, естественно, быть несоответствие, но это то, что чаще всего вижу я. Есть типажи с комплексами, вот они как раз любят приврать, быть безответственными, ленивыми приспособленцами. Приспособленками, да, сейчас мы про девушек говорим. Но это скорее исключение из правил, или им нужен папик, который будет вот все за них делать, оберегать их как свою дочь, и она будет тихонечко деградировать вот в его окружении, потому что все за нее будут делать, и она рядом будет находиться чисто так, для красоты, и вот тогда она попадет как раз в ловушку своих несбыточных мечтаний. Есть среди них и очень впечатлительные, ранимые, но в то же время очень живучие, и они могут пережить все горести и болезни, причем при этом они помогают людям, и они очень отзывчивые. Считается, что рыбы очень интуитивный знак. Например, наблюдая за собой, я явно вижу у себя преобладание логического мышления, нежели интуицию. Мне кажется, интуиции у меня вообще никакой нет. Я не вижу никакие там вещи, сны, настроение мое не зависит от фаз Луны, предчувствий тоже нет. Рыбы очень любят особые компании людей с похожими интересами. И любят блеснуть в этом обществе, неважно чем. Каждый может по-разному проявить себя, у кого какой там талант. Кто-то внешностью, кто-то стильной одеждой, кто-то хорошей речью, кто-то чувством юмора, эрудицией в редкой какой-нибудь области. Ну, вы поняли, в общем, направление. Самое интересное скажу для рыб. Если близкое окружение поддерживает мечтания рыб,
Мечтание – это на их взгляд, как им кажется. И не мешает рыбам развиваться, то эти мечтания легко станут реальностью. Далеко не все из окружения понимают, что рыбы видят намного дальше, и если вы хотите реально помочь ей осуществить планы, то тут очень подойдет цитата: «Не учите ее жить, лучше помогите материально». Даже достаточно нематериальной помощи, просто поддержки моральной, а не совать палки в колеса из-за зависти или недопонимания. Рыбы могут сказать все, что угодно, прямо, сразу, не мямля, без запинки, что ей не нравится, без всякого стеснения. Не надо быть с ними в контакте из-за какой-то корыстной цели. Будьте благодарны, если рыба прекрасно выполняет свою работу, и вам будет бонус. В противном случае о вас забудут сразу и навсегда. Рыбы все любят справедливость. Им не надо приписывать чужих действий или достижений, но и нельзя принижать того, чего они стоят. Все должно быть честно. Они уверены в своей правоте, потому что они правы. Мы настроены немножко на другую частоту восприятия мира, а окружающим часто непонятно многое, что чувствует рыба. Вот рыбы, пишите в комментариях, вот вы должны понять, о чем я. Поэтому мой совет рыбам, сестрам рыбам: важно, чтобы вы четко могли выражать свои мысли людям и не обязательно делиться всеми своими инсайтами. Вас могут не понять. Просто пользуйтесь сами, потому что вы знаете, как лучше этим распорядиться экологично, как сейчас говорят. Это их черта — видеть мир на своей чистоте. Она делает рыб очень интересным объектом для мужчин, несмотря на то, что их побаиваются из-за этого. Она видит партнера насквозь. Но именно этим и тем, что с ней очень легко общаться, мужчины никогда не теряют к ним интерес до самой старости. И вокруг рыб очень часто много поклонников, и открытых, и тайных. Она как бы воспринимает это как должное. Для нее это естественная среда. У нее всегда незаинтересованный взгляд в прямом смысле этого слова. Вот она, когда смотрит на людей, ей безразлично. Во всяком случае, по ее взгляду, так. Она не притворяется, это вот ее естественное состояние. Считается, что рыбы не конфликтны, и я с этим соглашусь. Но если вдруг возникла какая-то сложная ситуация или требуется ее мнение, и она как раз может высказаться прямо, не жалея никого, если это действие повлияет на ситуацию положительно или, например, на этом и закончится эта затянувшаяся история. И неправда, что рыбы лучше уплывут подальше. Да, они могут отойти, если там какой-то просто базар, например, какой-то бестолковый такой, не спор, а просто какая-то глупая заварушка, они не будут принимать в этом участие. Но если это чего-то касается конкретного, они очень даже выскажутся на этот счет. Как раз вот наоборот, да, и они могут высказать в этом, вот в таком контексте они могут высказать свою позицию, не оскорбляя никого. Ну, если кто-то обидится, то это уже его проблемы. Обычно рыбы тактичны. Бывают грубо тактичны, но все равно тактичны. Считается, что рыбы питают большой интерес к тайным знаниям. Вот скажу честно, по моим наблюдениям, из всех рыб, кого я знаю, может, еще один человек, и все. Так вот не видела, чтобы так прям проявляли интерес. У рыб с рождения проявляется нестандартный взгляд на вещи. И во взрослой жизни она может увидеть, например, простое решение, которое для других долгое время казалось сложным. То есть у нее нестандартный взгляд на вещи. Продолжаем дальше. Некоторые рыбы стремятся к руководящим должностям, хотя гороскопы говорят обратное. Вот из них получаются, кстати, классные руководители, и их любят подчиненные. Но рыба должна сама к этому, то есть не поставить ее на эту должность, она сама должна хотеть. Но чаще всего они хотят именно свободы выбора, в идеале свободно распоряжаться своим временем. Лучше всего вот, творческие профессии, вот это их вот прям бирайх. Как это по-русски сейчас? Область. Вот они любят там
прям развернуться. Вот из них получаются очень хорошие врачи, кстати, очень часто, артисты, но артисты получаются больше из тех, у кого какие-то комплексы в себе, мне так кажется. Преподаватели йоги, какой-нибудь там гимнастики, танцев, вот хореографы, астрологи, художники, дизайнеры, модельеры, вот это вот их вот направление. Самое уязвимое место – это ступни, и это правда, и очень у многих рыб вот именно проблемы с плавниками. Огромная любовь к экспериментам. Правда, стопроцентная. На рыб ни в коем случае нельзя давить в детстве. Нет слова «надо». Это губительно для рыб. Рыбы-мамы сами не давят на детей, и вот дети им могут задавать любой вопрос и получат всегда ответ. У некоторых родителей есть такое поведение, что если ребенок задает какой-то неудобный вопрос, они там теряются, все. Нет, мама рыба все им расскажет, как надо. Часто дружат с детьми или людьми старшего возраста. Или, например, во взрослом возрасте они могут иметь партнера намного младше себя. Рыбы не домоседы. Они любят новые места и вообще передвигаться почаще, хотя в гороскопах везде повторяется, что они предпочтут, интроверты они, и предпочтут обществу свой дом и тишину. Рыбы открытые, ведут себя легко, непринужденно, но в них есть всегда загадка. В них есть внутренний стержень и сила, о которой многие не знают. Они никогда не прикидываются, они такие вот то молчаливые и загадочные, то болтливые до умопомрачения. Они эрудированы в областях, которые им интересны. Обычно это такое широкое поле интересов. Очень много смеются, у всех рыб, кого знаю, отличное чувство юмора. Кстати, много юмористов мужчин, очень много. Рыбы практически не стареют никогда, это не к морщинам относится, а к состоянию души. Любят все красивое, моду, природу и себя, вот ухаживать за собой. За счет своей мягкости они могут быстро и спокойно добиться цели, расположив, а точнее сказать, очаровав нужного собеседника. Непоследовательный, пройдемся коротко так по всем же. Непоследовательный, вежливый, коммуникабельный, хитрый, имеют неизгибаемые позиции во взглядах, мыслят аналитически, обязательно есть какие-то творческие способности. Это даже может быть кулинария, но они есть. Тактичный, интеллигентный, сострадательный, непредсказуемый, мечтательный, сдержанный, неконфликтны, пока их не трогают, потому что могут очень сильно ударить по больному и привить человеку комплекс неполноценности на всю жизнь, поэтому не надо портить с ними отношения. Из негативного скажу, что рыбы совершенно точно делятся на два типа, которые знают, что они хотят и что-то предпринимают, и которые имеют комплексы, зависимости и вот болтаются, не двигаясь на волнах, разрушая этим себя. Подводим итог уже, да? Как я вижу женщин-рыб? Скажу в двух словах. Идеальная женщина. Не скромно, но правда. Если по-сказочному хотите, как обычно это делаю, принцесса на горошине. Очень хотелось бы услышать мнение рыб под этим видео. На этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Наташа. До новых встреч.